Добрый вечер, друзья мои телезрители. С вами обзоры и тесты от Бардача. Я продолжаю тему мужского здоровья. И что мы сегодня рассматриваем? Рассматриваем мы Визарсин. Лекарство для решения мужских проблем. Это импортное лекарство, широко известное в России. Визарсин – это торговое название. А действующее вещество, которое в нем находится, это всем известный сильденафил. Вот коробка Визарсина. Мы видим, что здесь одна таблетка, дозировка 50 мг. И действующее вещество, которое я вам говорил, это сильденафил. А следовательно, что это такое? А это не что иное, как аналог Виагры. Только с другим названием. Мы видим, что в Виагре то же самое действующее вещество, а именно сильденафил. Следовательно, это одно и то же лекарство, просто произведено разными фармакологическими компаниями, запаковано в разные коробки и продается под разными именами. А по сути это одно и то же. Но разница здесь довольно-таки большая. То, что Визарсин стоит 250 рублей, Виагра стоит 700 рублей. Вот, собственно, и вся разница. Дальше. Распаковываем коробочку. Посмотрим традиционно, что здесь у меня находится. Одна таблетка несчастная. И огромная, как всегда с такими препаратами, огромная энциклопедия, инструкция. Очень большая бумаженция. Много-много страниц. Изучать, не переизучать. Вот такие дела. У меня уже есть мой древний ролик про фирменную Виагру, где я все про нее уже рассказал. И можно было, собственно, ничего уже не рассказывать больше, но так как народ просит именно про Визарсин, то несколько слов расскажу именно про него. Действие Визарсина таково. Он расслабляет и расширяет сосуды нашего Василия, и Василий встает в полный свой рост. Если вдруг у вас проблемы со стояком, ваш Василий обленился и устал, то Визарсин поможет. Вот эта дозировка, которая здесь 50 мг, это как раз для тех, у кого есть проблемы. Если вам чисто так для уверенности, то вам хватит 25 мг, то есть половинку таблетки. Пьете ее где-то за час до ваших постельных приключений, и она начинает работать, и работает где-то 3-4 часа. И на это время вам гарантирован хороший стояк. Можете жариться всю ночь, много раз, если, конечно, у вас есть на это силы, если вы суперспортсмен, либо если ваша Машка супер ненасытная гимнастка, которая может над вами прыгать всю ночь и не уставать. Вот такие дела, короче. Ну, еще такой очень важный момент, что лекарство работает только при условии наличия возбуждения. То есть, если рядом с вами находится красотка Машка, вот с такими вот глазами. Мне часто пишут, что типа я выпил, а эффекта нет ни хера. А я спрашиваю, а женщина-то была? А он отвечает, что нет, я просто выпил и решил так посмотреть, проверить. Ну так вот, если вы выпили просто так, то эффекта никакого не будет. Обязательно возбуждение. То есть обязательно наш мозг должен отдать сигнал Василию на естественный стояк. Только с лекарством этот стояк получается намного качественней. Не стоит, однако, друзья, думать, что это какие-то волшебные таблетки от доброго волшебника. Это лекарство, причем лекарство очень сильное. В нормальных странах оно выписывается врачом, продается только по рецепту. У нас по-хорошему также должно происходить, но у нас можно купить его без проблем и без рецепта. О любом лекарстве, даже о банальном аспирине, вы можете в инструкции прочитать, что оно имеет противопоказания и побочные действия. Тем более такое сильное лекарство. Так что если вдруг вы без врача его сами себе выписали, то инструкцию почитать не поленитесь. Там написано, кому нельзя, почему нельзя, для кого нельзя принимать данный препарат и какие после этого могут быть последствия. Ну и очень кратко расскажу,
какие могут быть побочные действия от приема сильденафила. Лично у меня никогда никаких проблем не было, но у меня организм молодой и здоровый, а вообще это очень строго индивидуально, и у всех проходит по-разному. Так вот, иногда некоторые люди отмечают, что у них после приема сильденафила повышается давление, происходит частое сердцебиение, покраснение рожи, заложенность носа и ушей. Вот такие вот проблемы. Связаны они с сосудами в основном. Так как визарсин действует именно на сосуд, то проблемы возникают с сосудами и с сердцем. То есть, если у вас больное сердце, больные сосуды, то данное лекарство не для вас. А вообще, конкретно подробно советую изучить инструкцию. Ее кладут в коробочке не для красоты, а как раз для чтения. Где купить? Ну, естественно, так как это лекарство, то купить его можно в аптеке. Лекарство распространенное, есть почти во всех аптеках, проблем с ним никаких нет. Стоит, как я говорил, 250 рублей за одну таблетку. Это дешевле, чем фирменная Виагра, но дороже, чем, допустим, индийские дженерики. Здесь каждый для себя выбирает сам, по своим финансам. Действует и то, и то, и то примерно одинаково. Ну и такой интересный вопрос, как алкоголь. Люди у нас весьма специфические, мягко говоря. Любимая шутка врачей – это то, что пациенты всегда после любого лечения, после любой операции спрашивают, а когда можно будет бухать. Вот так и мне всегда после любого моего сюжета про такие препараты в комментариях задают вопрос, а можно ли принимать его с алкоголем. Я никогда на такие вопросы не отвечал. Думал, что люди сами взрослые, сами все понимают. Но вопросов таких возникает очень много. Поэтому немного эту тему я раскрою. И расскажу, что с вами будет, если принять такие лекарства по пьяни. То есть запив их большим количеством алкашки. Ничего особенного секретного здесь нету. Все логично и понятно. Ну, во-первых, любое лекарство свое действие ослабляет, если его смешать с алкоголем. То есть в нашем случае работать по пьяни будет хуже, чем работает по трезвику. Надеюсь, это понятно. Но во-вторых, побочные действия, наоборот, усиливаются. Если по трезвику у вас прошло бы все нормально, без каких-либо проблем, то по пьяни вам гарантировано и давление, и сердцебиение, и красная рожа, и круги в глазах. Вот все то, о чем говорят. И даже есть конкретный риск уехать на кладбище, если у вас есть сердечные проблемы плюс ко всему. Так что я вас предупредил, а вы думаете сами, решайте сами. Все мы здесь взрослые люди. В общем-то, все то, о чем я вам сегодня рассказал, можно было и не рассказывать. Все это я уже много раз рассказывал в моих роликах старых про Виагру, про сильденафил. Все вы можете там найти. Но есть у визарсина одна особенность, о которой стоит упомянуть. Это то, что он производится в растворимых капсулах, так называемые Q-TAPS. Вот это у меня пачка обычные таблетки, которые нужно глотать, запивать водой. А это растворимые таблетки, которые кладешь в рот, и они там растворяются. Это очень хорошая вещь. Среди фирменных производителей эта вещь эксклюзивная, по-моему, такой нет ни у кого. Есть она только у индийских дженериков. У них это называется Viagra Soft, Cialis Soft, Levitra Soft. Очень хорошая вещь. По всей видимости, визарсин у нее ее и слезал. До этого я ни у кого этого не видел. И сейчас расскажу подробнее, чем это хорошо. Ну, во-первых, растворимые формы действуют очень быстро. Пока обычная таблетка дойдет до желудка, там переварится, всосется в кровь, действует она начинает через час. Растворимые таблетки действуют уже через 15-20 минут, так как они сразу всасываются во рту в кровь. Во-вторых, ваша любимая тема с алкоголем. С растворимыми таблетками, с алкоголем меньше противопоказаний. То есть можно немножко прибухнуть. Но только совсем немножко, так для храбрости. Ну и в-третьих, если очень сильно обожраться и выпить обычные таблетки на полное брюхо,
то они будут всасываться еще дольше. То есть будут работать не через час, а может быть где-то через 2. С растворимыми таблетками, естественно, такого не произойдет. Они сразу всасываются. К сожалению, пачку я вам показать не могу. Нет ее у меня. Но если кому интересно, вы без проблем на просторах интернета найдете. В общем-то, вещь хорошая. Стоит она немного подороже, чем обычные таблетки. Но исходя вот из этих вот перечисленных плюсов, возможно, кому-то пригодится. Лично я, конечно, рекомендовал бы Cialis Soft. Он по многим параметрам лучше. Но его в аптеках, к сожалению, не купить. Можно только индийские дженерики купить. Так что можно купить Визарсин Кутапс. Вот такое, друзья, на сегодня видео. Ладно, будем прощаться. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии с вашими историями и что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И да пребудет с нами сила Тадалафила.